Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Показ коллекции весна-лето 2022 от модного дома Louis Vuitton стал лучшим финальным аккордом недели моды в Париже. Ведущий дизайнер компании Николя Жескир представил модное шоу как грандиозный бал времени. И, надо признать, презентация получилась действительно грандиозной. В качестве мода-локации решено было выбрать одну из галерей Лувра – Пассаж Ришелье, который украсили более сотни роскошных люстр, создавших в музее атмосферу старинного замка. Стоит заметить, все это было сделано не случайно. Как гласит история, а может просто легенда, именно здесь основатель бренда Louis Vuitton встречался с императрицей Франции Евгенией и показывал ей первые модели дорожных сундуков, чемоданов, над которыми он начал работать в середине XIX века. Супруги Наполеона III они пришлись по вкусу, и дизайнер стал ее личным поставщиком. Такое сотрудничество привлекло к нему внимание и других знатных клиентов. Если бы Евгения, которая, как известно, была законодательницей мод для всей Европы, могла присутствовать на показе сегодняшней весенне-летней коллекции, она точно узнала бы силуэты нарядов своей эпохи. Роскошные, искусно украшенные бисером, жемчугом и бусинами платья подпоясаны на бедрах в стиле того времени. Заметно обилие длинных накидок с изящным жабо. Есть также ажурные блузы с рюшами и бантами, кейпы, объемные силуэты с подъюбниками панье, расшитые камнями фраки. Во время подготовки новой модной линейки Николя Жескир был очарован понятием времени и тем, как мода пересекается с ним и повторяется. Основной посыл, который дизайнер пытается передать всем поклонникам бренда – попробуйте научиться получать удовольствие не просто от покупки модной вещи, а именно от создания совершенно нового стильного образа, новых комбинаций и сочетаний, полностью свободных от общепринятых ограничений и норм. Здесь можно смело сказать, что современная мода – это практически всегда синтез прошлого, искусно переделанный в модели будущего. Со слов дизайнера, его всегда интересовала некая неопределенность между прошлым, настоящим и будущим. В комментариях к презентации Николя Жескир отметил: «Мне нравится образ вампира, который путешествует сквозь века, приспосабливаясь к дресс-кодам той или иной эпохи, в которой живет, сохраняя при этом определенную атмосферу прошлого». Так, представленные на подиуме джинсы дизайнер ловко миксует с летящими платьями-комбинациями и фактурными жакетами, дополняя образ очками с фантазийными элементами в виде старинной маски. К роскошным богемным нарядам он добавил гороховый принт и асимметрию, поверх блуз с акцентным воротом надел дутые пуховики, а к комбинезонам в индустриальном стиле добавил длинный шлейф и накидку. В модных ансамблях модельер активно использует кожу и синий деним, а одним из главных элементов становится многослойность. Образы включают в себя эффектные блестящие атласные ботинки на шнуровке с открытым носком, а также обновленные модели сумок. Пожалуй, это идеальный пример того, как можно объединить давнюю историю моды с непринужденными кодексами сегодняшнего дня. По крайней мере, Николя Жескир справился с этой задачей на отлично. Мы с вами вряд ли будем носить сказочные платья с каркасными юбками, но в модной линейке найдется немало и более практичных вещей для повседневного гардероба. Главное для нас, простых зрителей, увидеть в новой коллекции интересный, необычный, нескучный модный парад дизайнерских идей и незаурядного таланта модельера. Смотрим, удивляемся, обсуждаем. Давайте делиться своими мыслями в комментариях. Всем зрителям скажу большое спасибо за поставленный лайк и подписку на мой канал. Совсем скоро выйдет новый модный обзор, так что не забудьте активировать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Приятного вам просмотра, друзья! Удачи, хорошего дня и яркого, солнечного настроения!